Рада приветствовать всех любителей вязания. Я начала вязать себе вот такую вот маечку, как вы видите на фото, и решила с вами поделиться, как выполняются вот такие или же подобные приемы, элементы вязания. Итак, я вот связала всю ажурную часть этой майки. И давайте рассмотрим и просто разберемся, как это все выполняется. Эта ажурная часть вяжется по принципу регланных линий. Она состоит из 3 одинаковых частей, которые вяжутся полностью одинаково. Также здесь есть петли симметрии, это вот эта часть. Начинается узор с этого, и на схеме я дорисовываю после красной черты петли симметрии, которые идут в оформление горловины. Вот этот хвостик, который остается, он в конце, когда будет изделие завязано, иголочкой стягивается вот таким образом и заправляются хвостики. Но видео сейчас не о том, а о том, как связать вот эту часть. Вместе с вами я буду провязывать один сегмент этого узора, вот эту часть, так как они выполняются одинаково, но также я учту петли симметрии, покажу, как они провязываются, и если это все аккуратно сделать, то горловину в готовом изделии можно будет даже дополнительно не обрабатывать. Вот так она будет у вас выглядеть. При желании можно пройти ряд или два крючком или же каким-то другим узором. Но все это творческий процесс и индивидуальный подход к изделию. Я же хочу максимально повторить маечку, которую я вам показывала. Чтобы было все нагляднее, сразу скажу, что я вяжу из полухлопковой пряжи свою майку. Здесь 290 метров в 100 граммах и на спицах номер 3,5. Если у вас пряжа чуть тоньше или чуть толще, особого отличия в готовом изделии не будет. Но если же большая разница, тогда я бы рекомендовала провязать еще один ряд листьев по тому же принципу, который я буду показывать в видео. Итак, чтобы вот эта часть, которая пока у меня не оформлена, была минимальной дырочкой, чтобы ее легко можно было потом стянуть. Я здесь набираю количество петель в 2 раза меньше, нежели мне нужно для начала узора. Потом в изнаночном ряду я буду их добавлять. На начальном этапе раппорт узора составляет 3 петли. То есть для одного сегмента нужно набрать 3 петли. У нас 3 сегмента, то есть это 9 петель. Плюс 2 петли симметрии. Это уже 11 петель. И 2 кромочные петли. Это 13 петелек нужно набрать для оформления вот этой ажурной части всей. Так как я буду вязать только один сегмент, то я наберу 4 петли, далее доберу их до 7, что у меня получится 3 петли узора, плюс 2 петли симметрии и 2 кромочные. Провязывать образец вместе с вами буду из более толстой и светлой пряжи, чтобы лучше было все это видно. Итак, я набрала 4 петли самым простым способом, закрепила ниточку, чтобы не распускалась первая петля. Когда буду оформлять изделие, я его развяжу и аккуратненько закреплю ниточку. Итак, это установочный ряд, назовем его так, изнаночная сторона. Я провязываю первую изнаночную петлю. Далее делаю накид на себя, который я в лицевом ряду провяжу лицевой скрещенной. Далее идет изнаночная, накид, изнаночная, накид и изнаночная. Вот таким образом у меня на спицах сейчас 7 петель. И начинаю вязать первый ряд узора.
Первая петля у меня идет кромочная. Далее у меня по схеме, по узору идет 2 лицевые петли. Здесь у меня накид, который я провязываю лицевой скрещенной. Вот таким вот образом. Вторую лицевую вывязываю из лицевой петли. Далее идет накид и 1 лицевая, которая у меня будет формироваться из накида, то есть лицевой скрещенной, я ее провязываю. Далее опять накид и 2 лицевые. 1 лицевая у меня петля, второй это накид, я его провязываю лицевой скрещенной. И кромочную петлю я провязываю также лицевой скрещенной в каждом лицевом ряду. Второй ряд, как и все изнаночные ряды в этом узоре, будет провязываться по рисунку. Поэтому я сейчас второй ряд покажу, провяжу его вместе с вами, а далее будете провязывать самостоятельно. Все накиды в изнаночных рядах будут провязываться изнаночными петлями. Здесь никаких сложностей нет. Кромочная, я ее просто снимаю. Далее вяжу в этом ряду все только изнаночные петли. Накид также провязывается изнаночной петлей, чтобы получалась дырочка уже. Скрещенные только после установочного ряда я провязывала. Вот таким вот образом провязываю этот ряд. Кромочную петлю я провязываю, как и в своем образце, изнаночной скрещенной. Третий ряд. Кромочная. Дальше идет 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 1 изнаночная петля. Несмотря на то, что здесь формируется изнаночная петля над накидом, я накид по изнанке все равно провязывала изнаночной петлей, чтобы дырочки и узор сам был более выразительный. Итак, провязываю изнаночную петлю. Далее у меня идет лицевая, изнаночная, накид и 2 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной петлей. И вы же помните, что вот эти 2 лицевые последние, они в каждом ряду будут 2 лицевые. Это петли симметрии. Они не повторяются, когда вы вяжете второй и третий сегмент этого узора. Пятый ряд. Не удивляйтесь, что не во всех рядах прибавления идут одинаковые. Это происходит потому, что в узоре у меня учтены все прибавления на грудь, чтобы красиво лег узор потом в готовом изделии. Итак, пятый ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные петли, 1, 2, накид, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные, 1, 2, накид и петли симметрии 2 лицевые, заканчиваю кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид и 2 петли симметрии. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Девятый ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и накид. Ряд заканчиваю 2 лицевыми и кромочной петлей. Вообще этот узор, он интуитивно настолько понятен, этот рисунок, что сложное здесь только вот начало, когда вы рассчитываете петли и начинаете вязание, когда еще ничего не видно. Далее вы сами убедитесь, что вяжется оно интуитивно и просто. 11 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и накид. Ряд заканчиваю петлями симметрии 2 лицевые и кромочной петлей. Начало и конец всех рядов будет одинаковый. Это там, где формируется вот эта рельефная линия. 13 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая и симметрично накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и накид. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 1 лицевая и симметрично накид, 4 лицевые, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и накид. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. Вот как выглядит этот рисунок, элемент на данном этапе. С 17 ряда я начинаю формировать вот эти боковые листочки. Если у вас пряжа более тонкая или же вы хотите больший ажур сделать и будете формировать вот здесь листочки, они формируются по точно такому же принципу. То есть начиная с этого ряда и заканчивая как вот этот ряд. Только провязывается еще дополнительный 1 листочек, который также формируется, как и эти 2. 17 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные петли. Обратите внимание, дальше я вяжу не вот эти 2 вместе, делаю накид, а потом провязываю вот эти 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это формируется вот эта часть листочка. Далее идет накид, 4 лицевые петли, 3, 4, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, чтобы стержень этот листочка был красиво выглядел в изделии. Я их провязываю 3 вместе со второй центральной петлей. И симметрично 4 лицевые, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные петли, накид
и петли симметрии 2 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 19 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее идут 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю местами первую и вторую и провязываю их вместе. Далее вяжу симметрично. 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и накид. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я первую и вторую меняю местами и провязываю их 1 лицевой. Далее 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид. Это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 23 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким вот образом я поменяла их местами и провязываю 1 петлей. И симметрично 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и накид. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 25 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Это я начинаю формировать вот эту линию вдоль верхнего листочка. Далее вяжу 3 вместе лицевой со второй центральной петлей и симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1,
два, три. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные петли и накид. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 27 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, потому что здесь нам нужно, чтобы вот эта петелька спряталась под эту в изделии. Вот как это выглядит часть в изделии. Итак, продолжаем вязать этот ряд. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Точно так же здесь нужно, чтобы вот эта петелька ушла под эту. Далее 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и накид. 2 лицевыми я заканчиваю вязать ряд. 29 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше идет накид, 4 лицевые петли, 3, 4. И убавляем листочек. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я их также меняю местами и провязываю одной лицевой. Вот таким вот образом. Дальше 4 лицевые петли. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые и симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом поменяла и провязала вместе одной лицевой. Далее 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 2 лицевые и кромочная. 31 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, вот таким вот образом. Далее идет 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей
Я меняю первую и вторую, чтобы провязывать их вместе. Вы можете провязывать протяжкой, как кому удобнее. Дальше 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и накид. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. Итак, на данном этапе и узор имеет вот такой вот вид. Вот этот треугольничек мы уже начали вывязывать. Вот он, который переходит в лицевую гладь. Теперь мы начинаем вывязывать вот эти вот боковые треугольники, которые тоже перейдут потом в лицевую гладь. Чтобы вот эти треугольнички имели вот такой вид, я покажу, как я их начинаю вязать. Итак, 33 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И дальше я из протяжки, вот если натянуть, ее видно, вот она, вывязываю дополнительную петлю. Значит, в начале треугольника я беру, подхватываю петлю вот таким вот образом, протяжку, и вот так ее провязываю. Это не очень удобно, но их немного. Все, я провязала. Далее я вяжу 1 лицевую, делаю накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с центральной петлей посерединке, вот так. Далее 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и вяжу лицевыми петлями 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля и с протяжки провязываю. Только в конце ряда я протяжку подхватываю с этой стороны, вот так, и провязываю ее за вторую дольку или же за заднюю стенку, кому как удобнее это называть. Вот таким вот образом. Дальше у меня идет 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид и ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 35 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее я провязываю петлю из протяжки вот таким вот образом. 3 лицевые потом идут, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли и петля из протяжки. Я ее провязываю вот таким вот образом. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 37 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Из протяжки вывязываю лицевую петлю. Дальше 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе со второй центральной петлей. Вот листик мы уже закрываем. Дальше идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 11 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе со второй центральной петлей, вот так. Далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5 и петлю из протяжки. Вот так я ее подняла и провязываю 1 лицевой. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и накид. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 39 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петля из протяжки. Вот так я ее поднимаю в начале ряда и провязываю лицевой скрещенной. Далее 7 лицевых петель, 5, 6, 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 13 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6 и 7. И петля из протяжки. В конце ряда я ее делаю вот таким вот образом. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид.
И ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. Итак, 41 ряд, последний ряд этого ажурного мотива. Кромочная, 2 лицевые петли, накид, 2 изнаночные. Раз, два. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петля из протяжки, вот этой. Я ее провязываю лицевой скрещенной. Далее 9 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я также, как и раньше, меняю петли первую и вторую местами и провязываю одной лицевой. Далее накид. 15 лицевых петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Накид. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Поменяла местами первую и вторую и провязываю одной лицевой. Далее идет накид. 9 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Здесь я также из протяжки провязывать буду петлю. Вот так. Дальше идет 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные петли. И накид. Это я закончила вязать раппорт узора. Дальше вы провязываете еще 2 раппорта. А ряд заканчивается 2 лицевыми и кромочной петлей. Далее все вяжется лицевой гладью, только по вот этим линиям продолжают набираться петли из протяжки. И формируете по лекалу своего изделия. Это может быть такая же маечка, как вяжу я, или же футболка, или же платье, все, что вы придумаете. Также этот узор можно будет использовать для вязания ажурных регланных линий. Единственное, здесь нюанс будет, если это регланные линии, то там, где перед и спинка, вы набираете не по 3 петли, а там расчеты нужно делать, но приблизительно набираете по 9 петель. То есть здесь, где рукавчики по 3, там по 9. Приблизительно в такой пропорции. Итак, вот что у меня получилось. Рисунок достаточно ажурный, поэтому его нужно отпаривать или же другим способом распрямлять, к примеру, стирать изделие и раскладывать на ровной поверхности. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился, и вы обязательно что-нибудь себе свяжете с таким интересным, оригинальным, ажурным мотивом. Всем легких петелек и до встречи на канале!